Привет всем! Пару месяцев назад Путин поддержал идею национализации предприятий оборонной сферы, не выполняющих гособоронзаказ. Национализация, санация и новая приватизация за более крупные деньги. Это тоже такой экономический цикл. Да-да-да, все правильно. Чего, блядь? На самом деле, так называемая национализация в определенном смысле идет уже достаточно давно. И сегодня я хочу рассказать о том, для чего, по моему мнению, государство все эти последние годы так активно стремится прибрать поближе к рукам и поставить под полный контроль наиболее крупные предприятия в стране. Ведь наверняка одно из таких предприятий есть и в вашем городе. Итак, начну я немного издалека, а именно с того, что после прихода Путина к власти в начале 2000-х годов он начал с постепенного уничтожения независимых СМИ. Таких, например, как НТВ, ОРТ, ТВ6 и многих других. По сути дела, предпринята попытка захвата нашей компании и перехода ее под контроль государства руками «Газпрома». И Путин начал разговор с того, что ОРТ лжет, говорит неправду, назвал женщин, которые были в кадре, проститутками, которых мы купили для того, чтобы опорочить его светлое имя, и потребовал возврата ОРТ моих акций под его личное управление. Он сказал: я сам буду управлять ОРТ. Независимые СМИ, по мнению выходца из спецслужб, являлись серьезной проблемой на пути к тому, к чему он пришел сегодня, то есть фактически к пожизненной власти. Это осознавали и его друзья, которые после прихода Путина к власти и за время управления либо получили высокие посты в государстве, либо стали долларовыми миллиардерами, либо и то, и другое вместе. Эта путинская кампания строила планы на будущее, на свое будущее, в котором потеря власти просто не предусмотрена. Я не исключаю, что такие планы у них возникли еще задолго до ухода Ельцина с поста президента и назначения своим преемником этого самого полковника ФСБ. Мы победили! В общем, путь для достижения нескончаемой власти для компании, перешедшей к этой самой власти в начале 2000-х годов, лежал и лежит, по их мнению, как понимаю это я, через выполнение плана по ленинской методичке. Занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости. Нет, Владимир Ильич, так нельзя. Условный телефон и телеграф уже давно успешно заняты и прекрасно удерживаются, подвергаясь полному контролю. Из каждого телевизора в мозги россиян каждый день вливаются потоки информационного дерьма. С железнодорожными станциями, мостами, и так все ясно. Но дедушка Ленин, когда декларировал эти планы, еще не знал, что такое выборы, не имел понятия, что означает слово «электорат», и ни черта не смыслил в фальсификациях с голосами. В отличие от дедушки Ленина, дедушка Путин знает куда больше. Управлять средствами массовой информации – это, конечно же, хорошо, но в современном мире необходимо нечто большее. Необходимо нечто такое, что будет оправдывать ту ложь, которая льется из каждого телефона, телеграфа, то есть из зомбоящика. Необходимо контролировать волю электората, то есть волю потенциальных избирателей. А если быть точнее, не контролировать, а управлять их волей. Бюджетники и работники контролируемых государством предприятий – это очень серьезный ресурс на выборах любого уровня, будь то выборы федеральные или местные. Особенно сейчас, когда порог явки на этих самых выборах отсутствует. Все мы уже неоднократно слышали, как учителей, воспитателей и врачей принуждают участвовать в различных голосованиях и праймерис. На крупных предприятиях, которые контролируются государством, во время выборов имеет место точно такой же контроль и принуждение. Такие крупные предприятия есть почти во всех субъектах федерации. Как правило, в качестве руководителей служб безопасности там ставятся бывшие сотрудники ФСБ, которые плотно взаимодействуют с действующими и
контролирует процессы, связанные в том числе и с голосованиями. Так называемый сбор всяческой статистики, в том числе и по выборам, а также контроль самих голосующих возложен на службы безопасности этих предприятий. После службы в полиции мне удалось поработать несколько месяцев на одном из таких системообразующих предприятий в своем городе. Забежав вперед, скажу, что я был уволен оттуда под давлением из-за отказа принять участие в голосовании по путинским поправкам Конституции. Так вот, как я понимаю, крупные предприятия городов власть использует как прекрасный инструмент для применения административного ресурса во время выборов и различных голосований. И не только. Работникам предприятий, например, также запрещают принимать участие в мирных протестных акциях под угрозой увольнения. Ресурс таких предприятий достаточно большой. Так, например, только на одном подобном предприятии нашего города, то есть на ПАО УДК «Сатурн», работает более 12 тысяч человек. При населении города 180 тысяч человек. Это предприятие, кстати, входит в структуру Ростеха. Помимо «Сатурна» в городе есть еще также несколько предприятий, как контролируемых государством, и также входящих в структуры Ростеха, Объединенной судостроительной корпорации и так далее. В итоге общая численность работников только на этих предприятиях нашего города, я предполагаю, составляет более 15 тысяч человек. Если учесть, что общее количество избирателей в городе 154 тысячи, то получается, что только на данных предприятиях нашего города, находящихся под государственным контролем, работает около 10% от общего числа избирателей. Например, на самом крупном государственном предприятии в Нижнем Тагиле, то есть на Уралвагонзаводе, работает около 30 тысяч человек, при количестве избирателей в городе в 280 тысяч. Это тоже более 10% от общего числа избирателей. Кстати, это не единственное подконтрольное государству предприятие в городе, имею в виду в Нижнем Тагиле. Есть еще и Нижнетагильский металлургический комбинат, а это еще около 14 тысяч потенциальных избирателей. Этот комбинат, кстати, входит в структуры Романа Абрамовича. Если учесть, что явка на выборах в последнее время почти по всей стране является критически низкой, а прошедшие до выборы это показали достаточно хорошо, то плюсы для власти в контроле над такими предприятиями становятся вполне очевидными. Приплюсуйте сюда еще работников образования, медицины и прочих бюджетников, голосующих по указке, и все станет гораздо яснее. Спасибо всем, кто сказал «да». Во время голосования по путинским поправкам Конституции на территории, например, нашего Ростеховского «Сатурна» были организованы участки для голосования, куда работников просто-напросто сгоняли. Участие в этом голосовании, так называемом, было обязательным и контролировалось из московского офиса, куда местные направляли всю статистику и отчитывались почти по каждому работнику. Явка должна была быть организована на 100%. Отказы в участии практически не принимались. Дирекция давила на начальников цехов, те в свою очередь оказывали давление на подчиненных. Мне также известно, что во время протестных акций зимой и весной этого года работникам нашего предприятия прямо запрещалось в них участвовать под угрозой увольнения. Аналогичные требования имели место, как я понимаю, и в других корпорациях. Я вполне уверен, что и на аналогичных предприятиях других городов голосование проводится примерно таким же тривиальным образом. И запреты на участие в акциях протеста также имеют место. Меня принуждают голосовать за депутатов от Единой России. Я не смогу с этим смириться. Как же свобода выбора и честное голосование? Я привел в качестве примера лишь два предприятия в двух отдельно взятых российских городах. Но на самом деле градо- или системообразующие предприятия есть почти в каждом субъекте федерации. Контролируются такие предприятия почти везде государством напрямую, либо через посредственные структуры, и за последние годы все больше и больше таких предприятий переходит от частных рук к рукам государственным. Властям выгодно иметь под контролем такие вот организации, заводы, на которых трудится основная масса населения городов и достаточно большой процент избирателей. На фоне низкой явки во время выборов это дает прекрасную возможность для манипуляции избирателями. Ведь посмотрите сами, условия за забором таких вот заводов, предприятий
не очень хороший, что обусловлено безработицей и снижением уровня жизни в стране. Людям трудно найти работу за их пределами с сопоставимой зарплатой. Получается, что среднестатистический работник условного, например, завода, вместо того, чтобы терять единственную работу, лучше подчиниться воле руководителя и пойдет проголосует иногда так, как скажет, иногда просто для явки, создавая тем самым благоприятные условия для возможных фальсификаций. Зато в отпуск пойдешь летом. Соглашайся, Юрочка. А если не соглашусь, тоже летом пойдешь. Другую работу себе искать. Понял? Все в порядке. Ну, а если, например, за это еще и заплатят, то отказаться будет просто невозможно. Получается, что государству выгодно отсутствие нормальных рабочих мест вне зоны его контроля. Государству выгодно, чтобы простой человек, избиратель, постоянно жил на грани потери работы или на грани нищеты. В общем, чтобы ему было что терять при отсутствии альтернативы. Это сдерживает большинство людей от отказа принимать участие в голосованиях по указке чиновников и руководителей. Сдерживает от участия в различных мирных протестных акциях, поскольку их ставят в такие условия, когда им есть что терять, без надежды получить что-то взамен и оказаться в итоге перед неизвестностью. Путинское государство этим пользуется с большим удовольствием. Отсюда ответы на вопрос, почему на Руси так херово живется малому и среднему бизнесу. В общем, как я понимаю, этот самый малый и средний бизнес этому государству не выгоден. Альтернатива крупным госпредприятиям и корпорациям совершенно не нужна. Это пятое колесо в телеге. Жуликам у власти необходим контроль, иначе каждый будет голосовать так, как вздумается, и говорить то, что хочется. А это проблема. Конечно же, контроль над потенциальными избирателями и потенциальными протестующими – это еще не все. Есть еще и финансовая заинтересованность. И что мы видим? Как только какое-либо частное предприятие развилось достаточно для того, чтобы его можно было назвать система градообразующим, либо становится настолько крупным, что начинает доминировать на определенном рынке, государство сразу кладет на него глаз и старается взять под контроль. Любыми способами контрольные пакеты акций переходят к государству, либо к связанным с государством лицам. Мне все абсолютно ясно, у меня нет вопросов, ничего абсолютно. В качестве примера можно взять получившую большую популярность соцсеть ВКонтакте, контроль над которой уже в 2014 году перешел к структурам и лицам, связанным с государством. И я думаю, все понимают, зачем. Так, например, сеть магазинов «Магнит», созданная Сергеем Галицким в 1995 году и принадлежавшая ему, уже в 2018 году перешла под контроль банковской группы ВТБ, контролируемой Росимуществом, то есть фактически государством. В сети «Магнит», кстати, сейчас трудится около 300 тысяч человек. В общем, я хочу сказать, что начав с уничтожения независимых средств массовой информации и получения полного контроля над ними, Путин и его компания продолжили, если можно так сказать, созданием таких условий, в которых частный бизнес практически не развивается. Ну, а если все-таки и развивается, то его стараются взять под полный контроль. Ведь развивать частный бизнес им получается невыгодно. Им невыгодно иметь неконтролируемую человеческую массу, живущую в полном достатке. Во времена, когда рейтинги стремительно падают, необходим контроль над теми, кого они называют населением. Здесь все дело именно в контроле, ну еще и в деньгах, конечно же. У меня на сегодня все. Ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях, делитесь данным видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.